Предъявитель всего – человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу. Всем привет! Значит, завершил я свой маленький проект, свою маленькую мечту еще одну, а именно изготовление сварочного стола. Вот так эта конструкция теперь у меня выглядит целиком и полностью. Ну и давайте немножко расскажу. Значит, в прошлом видео я рассказывал, что хочу сюда вварить косыночки на все ножки. Но решил на этом столе потанцевать, пошатать его туда-сюда. И стол стоит как вкопанный, ни туда, ни сюда. Ну и для себя принял решение, нафиг нужны эти косынки. Значит, стол я полностью подстолье окрасил. Давайте с этой стороны покажу, зайду. Полностью окрасил. Когда-то занимался покраской автомобилей, и у меня в запасах остались кое-какие краски. Данный цвет называется, не знаю, вы увидите через камеру, либо нет. Он с перламутровым отливом назывался когда-то, вернее теперь, наверное, авантюрин. Вот такой краской я все это дело покрасил. Полочку тоже покрасил. Говорил, что на полочке я сделаю крючок, чтобы можно было ее сложить и транспортировать куда-либо стол. Потом тоже посидел, подумал и решил, нафиг нужен этот крючок. Для крепления полки использованы были внутренние резьбовые заклепки. Просто зажал сильнее этот болт, ну и соответственно болт с той стороны. И эта полочка начала туго туда-сюда ходить. То есть снимаем аппарат, полку складываем, и она никуда не девается. Перевозим, переносим куда надо стол. Ну а для того, чтобы стол было легко транспортировать, когда я особенно один, было принято мной решение поставить его на два колеса. Купил 160-е колеса. Значит, кому интересно, эти колеса идут на подшипниках роликовых. Такие длинные ролики, там 6 диаметр, и идет втулка. Так втулка, в комплекте идут болты на 10, М10. Они болтаются в этой втулке просто, не знаю, как в проруби, да? Я подобрал болт на 16 с мелкой резьбой. Плотно он заходит в втулку, ничего не люфтит, ничего не болтается. Стол катается на этих двух колесах просто замечательно. С этой стороны установил две опорные регулируемые ножки. Вот так это все выглядит. Ножки внизу резиновые. И теперь данный стол можно отрегулировать и поставить ровно, буквально на самую кривую поверхность. Спросите, чем ухаживаю за поверхностью столешки? Вот такой вот спрей, то есть им я пырскаю и в горелку, до работы на столешку немножко, и после работы, соответственно, на столешку. Также купил в запас вот такую штуку, нашел, Болдрекс, антипригарная жидкость, тоже работает как покрывать металл, также и для горелок. Отзыва оставить не могу, ни разу не испытывал. Пока еще есть в запасе полфлакона вот этой вот штуковины. Мне хватает, ну а потом посмотрим. Ну, по отзывам просто замечательная такая вот вещица. Кто-то спросит, где же твоя новая маска? Эта маска моя уже лежит постоянно здесь. Для мелких работ быстрых, где-то что-то прихватить, подварить. А новую маску беру и использую, когда уже какие-то там более длительные работы. А так она висит в мешочке, в котором, в принципе, и приехала. Так, еще вот такую вот сделал штангу-держатель. Видите, горелка не на земле, в конце работы подвесил. То есть, все как бы просто. Вытащил вот такую вот бабышку. Вытащил, видите, как плотно, что еле достается. А-ля бочонок для сварочного стола. Вытащил он, у меня токарник стоит. Потом обрезал напополам отвод нержавейки. Тоже приварил, обточил болтик. Все это вставлено в трубку без сварки. И в любое место мы можем все это дело поставить, где удобно, и подвесить нашу горелочку. Все висит, ничего на полу не болтается. Так, прищепочка. Ну и поскольку я покрасил стол, а хотел я использовать прищепку на ножку, то, сами понимаете, на ножку ее использовать никак нельзя. Во-первых, поцарапается, во-вторых,
все это дело начнет ржаветь. Вот. И тут я вспоминаю, что мной были приобретены уже, наверное, года 2 назад, приобретены и забыты благополучно 2 вот таких, друзья, магнита. Вот на эти магниты я постараюсь найти ссылку, если, конечно, они еще продаются. Но, по-моему, они продаются в магазине Альсом, я их покупал. Вот, просто бомбезные магниты, просто бомбические. Смотрите, магниты отключаемые. Берем магнит, видите, он легко снимается. Крутим вот эту барашку, подключили магнит и смотрите на ножки. Вот я берусь руками и этим маленьким магнитом я спокойно поднимаю стол. А вот этим магнитом, когда еще не был установлен аппарат на место, я брал по центру стол, фиксировал и поднимал весь стол. Просто обалденные магниты. Значит, что я хотел сделать? Хотел обрезать кабель, ну и, соответственно, сделать клемму и прикрутить сразу к магниту. Но потом подумал, что данный магнит, да, хорош, но хорош он примерно в 90% случаев, ну а в 10% вот эта вот вещь-прищепка просто оказывается незаменимая. Ну и что я подумал? Подумал, вот, пожалуйста, бах и бах. И все дела. Все работает в спулке и в комплекте. Либо, если здесь на столе мешает, мы можем поставить это все дело под стол, так, зафиксировать и работать как-то вот так. То есть магниты, друзья, просто обалденные. Это замечательно, клянусь Богом. Так, на этом, наверное, все, что я хотел показать и рассказать. Вот еще раз по кругу пройдусь. Значит, похвалиться похвалился. Проект закончен, и на этом точка. Стало работать очень удобно, то есть жизнь поделилась на 2 периода. До стола, когда я где-то там на полу, на пеньке, там на поддоне, вот на том столике, вы помните, я обзоры снимал, у меня лежала там плита 16 или 20 миллиметров толщиной. Вот на этой плите все варил, все это неудобно было, а здесь, пожалуйста, ход, ложись и спи. Просто замечательно. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр. Не знаю, кому будет интересно, не будет, но вот захотелось мне сделать такое видео. Все, на этом всем спасибо. Всем пока. До новых встреч, до новых видео. Спасибо за внимание.